Мультфильм «Я краснею» вышел не так давно, а весь интернет уже кишит отсылками, пасхалками и разными деталями, которые сложно увидеть при первом просмотре. Сегодня вы увидите и отсылки на Pixar, и пасхалки на другие мультфильмы, и на новые еще не вышедшие франшизы и детали, которые очень сложно заметить. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня покажу вам детали и секреты, которые вы не заметили в «Я краснею». Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, что если вы зритель с РФ, пожалуйста, включите VPN. Таким образом вы поддержите мой канал. Спасибо. «Я краснею» является одним из самых быстро сделанных мультфильмов от Pixar. Его сделали всего за 4 года. Но несмотря на это, авторы не забыли о секретах и пасхалках, которые традиционно появляются в каждом мультфильме у студии. Давайте посмотрим, что для нас спрятали пиксаровцы. Что за... Фраза в самом начале мультфильма «Подружки. Общий сбор» — это отсылка на Мстителей, Марвел же принадлежит Диснею, поэтому почему бы не добавить такую легендарную фразу? В самом начале, когда у подружки Мэйли на скейтборде мы можем увидеть кота, именно этот кот есть в будущем мультфильме Базз Лайтер, который выйдет 21 июля 2022 года. Если что, разбор трейлеров уже был на канале. Что-то подобное вы могли видеть уже в Зверополисе, таким образом студия тизерит свои новые мультфильмы. Когда девчонки провожают Мэйли до дома, она садится в трамвай, едет, так скажем, по своему району и высаживается. Когда она высаживается из трамвая, мы видим много разных баннеров, и один из них с надписью «Бао». Это отсылка на короткометражку от Pixar, режиссером которой была Доми Ши, режиссер мультфильма «Я краснею». Эта короткометражка рассказывала о женщине, которая приняла пельмешку за своего ребенка. Пельмени являются важной частью культуры в Китае. Они их очень сильно любят, поэтому и тут тоже им уделили внимание. Когда нам показывают сцену приготовления ужина, Мэйли помогает папе именно в лепке пельменей. Когда мама заставляет дочку покушать, она заставляет покушать именно пельмени. Да и их плакат, который висит на стенке с китайским иероглифом, также появлялся и в Бао. Поэтому пельменям в этом мультфильме определено, так скажем, особое место. Но с отсылками на китайские традиции не закончено. Когда мама готовит завтрак, она укладывает блюдо в виде лица. То же самое вы могли видеть в мультфильме «Мулан», где Мушу приготовил примерно такой же завтрак. Номер дома Мэйли 234. Тот же самый адрес был у второго дома Энди в третьей части «Истории игрушек». Уже вторая отсылка на историю игрушек в данном мультфильме. При знакомстве с подружками Мэйли мы видим у Прии книжку с изображением вампиров. По цветовой гамме, да и по похожему стилю понятно, что это отсылка на культовую сагу «Сумерки». Вы можете даже сравнить эти обложки. По-моему, очень похоже. Доми Ши призналась, что хотела оставить похожий пиксаровский стиль в мультфильме, но и также уделить много деталей в стиле аниме. Поэтому, как по мне, все эти обряды так сильно напоминают превращение а-ля в Sailor Moon с детства. Был такой мультфильм, я думаю, все его смотрели. Покажу вам кусочек из интервью режиссера, который подтверждает наличие схожего дизайна с аниме-стилистикой. О да, в мультфильме тонна пасхалок и отсылок на аниме. А что касается стиля в целом, мы во многом вдохновлялись гипертрофированной и яркой лицевой анимацией из аниме, эмоциями японских персонажей, например, большими глазами со звездочками. Весь процесс трансформации Мэй, например, большое розовое облачко, когда она превращается в панду и обратно в человека, это все вдохновлено множеством аниме, которые я посмотрела и на которых я сама и выросла. Например, Ранма, Корзина фруктов, Инуяша и так далее. Вы точно увидите это в течение всего мультфильма, говорит Доми Ши. Поэтому настолько интересно выглядят эмоции у главных героинь в мультфильме. Ну и, конечно же, другие мелочи, которые также похожи на аниме. Действие мультфильма у нас происходит в 2002 году, и помимо простой даты мы можем найти множество отсылок на эту эпоху. Телефоны Джокия, как отсылка на Nokia, Тамагочи, совершенно разные предметы одежды, странные панамки или широкие штанины, которые раньше были популярны. Весь мультфильм пропитан атмосферой тех лет, за что лично мне нравится он еще больше. Помните, когда Мэй заскочила в храм и потерла мордочку и пузико статуям, сказав «Привет, Барт, привет, Лиза». Это отсылка на Симпсонов. Корпорация Walt Disney выкупила у 21 века Fox активы на 71 миллиард долларов. После сделки века в распоряжении холдинга оказались самые известные бренды: кассовая киносага Дэдпул и бесконечный мультсериал Симпсоны. Поэтому, возможно, это отсылка именно к ним. Когда мама Мэйли превращается в огромную панду, она ходит по городу
городу шагая, аж идет землетрясение, и ее вой напоминает Годзиллу. А как вы знаете, в те времена был популярен фильм «Годзилла» 98 года, сходство налицо. А вот уже когда происходит сцены на стадионе, когда мама Мэйли хватает ее, это мне лично напоминает сцену с Кинг-Конгом. Как мне кажется, авторы не хотели обидеть ни один из этих фильмов, которые были популярны в те времена, и поэтому, не определившись, добавили отсылку и на Кинг-Конга, и на Годзиллу. Когда Мэйли превратилась в панду и пошла на ночную вечеринку к Тайлеру, в бассейне мы можем заметить шарик со звездочкой. Это культовая пасхалка, которая появляется в каждом мультфильме Пиксара. Тот самый мячик Пиксара. Думаю, про А113 мне вам не надо ничего объяснять, потому что я уже много о ней чего говорил. Ну, скажу кратко, что это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств, в который популярные наши режиссеры анимации изучали графический дизайн и создавали первые свои наработки. Есть культовый снимок, на котором изображен Джон Лассетер и Пит Доктор. Именно с этой аудитории и пошло развитие анимации. Это число появляется везде. Как пример могу привести, что он есть у номера Метро в тачках, и для Пиксара это особенная важная отсылка. Здесь число это появляется на корзине с краской в самом финале, когда отец рисует круг на стадионе для ритуала изгнания панды из мамы. Уверен, что число повторяется еще где-то, но я вглядывался всюду и пока, если честно, ничего не нашел. Если найду, укажу в нашей группе ВК. Ну, либо вы в комментариях это напишите. Когда мы общаемся с девчонками, мы на другой улице можем увидеть кафешку с надписью «Чайковский». Скорее всего, это чайное кафе, и названо оно в шутку в честь Петра Ильича Чайковского, русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика. Когда Мэй видит своего одноклассника и начинает в него влюбляться, ну или он ей понравился просто, мы на его кофте можем увидеть надпись «Эскапула». Это пасхалка на Тайну Коко. Там выступала группа точно с таким же названием. Не знаю, считается ли это отсылкой, но момент приготовления пищи папой идет в замедленном действии. Нам показывают детальные продукты, качественные и очень красивые. На эту картинку действительно можно залипнуть. И все это мне напоминает вдохновение готовки Реми из Рататуя. Там также при приготовлении супа уделили этому какое-то особое внимание. Но я честно не знаю, отсылка это или нет. Когда Мэйли превращается в панду ночью, она пробегает около улицы, которая забита машинами. И тут мы можем увидеть грузовичок Pizza Planet, который также появляется во всех мультфильмах Pixar. У меня есть отдельное видео по этому грузовику, можете его посмотреть. Мама Мэйли сообщает ей, что закончить превращение панды можно лишь когда будет восходящая красная луна, а она будет 25 числа. Я краснею считается 25-м мультфильмом Pixar. Смотрим на мячи, девочки! Будьте водой! Будьте... Не презентация была, а бомба. Когда в школе начинается урок физкультуры, учитель говорит: «Будьте водой, девочки, будьте водой». Скорее всего, это отсылка на популярные фразы Брюса Ли о воде. Брюс Ли говорил: «Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой». Простота – высшая ступень искусства. Во все времена конец героев был таким же, как и конец обычных людей. В момент, когда начинается концерт у Фортаун, в небе появляются 4 облака, и бабушка говорит, что 4 – это плохое число. Мама, бабушка не особо современные, поэтому они чтят традиции старых времен, когда в Китае считалось, что 4 неудачное число, поэтому их отношение к группе заведомо плохое. Напротив, как Мэйли считается современной девушкой и уже не видит в этом никакой плохой ауры числа. Я постарался выделить самые интересные детали в мультфильме. Понятное дело, что отсылок, намеков и пасхалок в мультфильме намного больше, но по моему мнению все остальное не такое и интересное. Но вы всегда можете в комментариях написать свою отсылку или пасхалку, которую заметили именно вы. Если вам понравилось видео, то не забывайте про лайки и комментарии, они помогают выходу новых видео. И также, ребята, у меня есть два канала, на одном я делаю разборы кино и сериалов, а на втором прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.